Привет, я Саша Капуста, это канал Твой шрифтовый фетиш, серия видео по созданию вариативного шрифта FontLab. В этом уроке мы с вами произведем простую настройку FontInfo, чтобы наша вариативность работала, и настроим с вами график вариативности. Как видите, я уже добавил все тонкие начертания каждой из существующих букв, сохраняюсь. Вот. И теперь, если мы возьмем несколько букв и посмотрим на вариативность, то в пределах 300 и 700 у нас происходит интерполяция, все как надо, но как только мы выходим за пределы значения 300, например, вот здесь уходим в 0, даже тут минус 80 получается, мы видим, как начинают вылезать вот такие артефакты искажения. Буква N, буква U, они выглядят совершенно по-разному по толщине. Здесь вот что-то вылезло, здесь тоже какие-то выступы. Если мы откроем эти буквы и посмотрим их вживую. Так, сейчас. А вот. На фоне видно, как они у нас корежатся. Перейдем на слой Instance и посмотрим, почему это происходит. Происходит это потому, что мы, находясь вне диапазона наших мастеров, вот здесь, например, очень хорошо видно, как вот эти узлы, которым ничего не остается, кроме как продолжать двигаться, начинают уходить, а это даже не они, это вот эти, начинают уходить за пределы. Именно поэтому у нас очень сильно корежится. То есть наша задача сейчас ограничить эти положения на оси, чтобы у нас упиралось в крайний мастер и никак не портился рисунок, и в целом все было окей. То есть мы сейчас настроим FontInfo, чтобы проблема эта не проявлялась. Вот, потому что то, что сейчас происходит, называется экстраполяция. Это тоже мы с вами уже разбирали. Для начала давайте проверим, какие у нас установлены значения FontInfo. Поэтому нажму Ctrl-Alt-F, чтобы открыть FontInfo. В болде у меня все нормально, болд 700, здесь все прописано. Это обновил, тоже все хорошо. Переходим на второй мастер Light. Здесь у меня Light 300, здесь все тоже указано, установлено. Обновим, вот это вот все можно обновить. Все нормально, все хорошо, жмем Apply. Сохраняем, снова заходим Ctrl-Alt-F, FontInfo, и теперь нам нужно посмотреть на диапазон мастеров. Именно из-за него у нас начинает происходить деформация. Если мы посмотрим на наши мастера, на наши оси, мы увидим, что у нас есть одна ось веса, и у нее два мастера, 300 и 700. И здесь мы видим, что диапазон пользовательский 300-700, а вот дизайнерский 100-1000. Это именно по этой причине на вот этом графике, на этой карте вариативности мы можем выйти за пределы 700, потому что у нас это допускает сама программа. Наша задача сейчас это подкорректировать, ограничить. Поэтому что мы для этого делаем? Мы кликаем на любую из этих клавиш или прямо сразу на график, у нас появляется вот такой график. По нему мы видим, что вот они наши два мастера, главный и, скажем так, второй. И еще пустое пространство, в котором ничего нету. Наша задача его ограничить. Что мы делаем? Пишем здесь 300, а здесь 700. Жмем ОК. FontLab нас спрашивает, что сделать. Растянуть эти мастера или сохранить их текущее положение. Поэтому я выбираю Keep. И вот здесь у нас изменилось это значение. Заходим снова сюда. И теперь мы видим, что значение дизайнерских координат у нас равняется мастеру 700 единиц, и пользовательские тоже у нас 700 равняется. Я не могу выйти выше, потому что у меня ограничено. Ниже могу, но мне это не нужно, а выше сделать не могу. Та же самая история здесь. Ниже я не могу опустить, потому что у меня вот здесь все ограничено. Жму ОК, захожу снова, все как есть. Теперь жму Apply. И мы видим, как у нас вот здесь растянулись мастера друг от друга. Это потому, что они теперь не в центре находятся, а они занимают крайнее положение. А вот они у нас появились. Жмем. И вот теперь мы можем делать интерполяцию внутри этих двух мастеров, но за пределы этих мастеров мы выйти не можем. Вот. То есть никакой экстраполяции у нас уже не происходит. Проверяем на букве А. Вот она. Мы выходим за пределы, как видите, за пределы 700 мы выходим, но ничего дальше не происходит. Это потому, что мы физически ограничили диапазон.
Вот, именно поэтому, когда вы создаете, добавляете новые мастера, нужно это правильно настроить в фонд-инфо, иначе у вас будет очень сильно корежиться вариативность, и, скорее всего, экспорт будет как-то происходить ошибочно. Вот, поэтому сейчас снова сохраняю изменения все, которые мы сделали, и возвращаемся в фонд-инфо. Теперь нам нужно настроить сами инстансы. Жму Ctrl-Alt-F. И что мы здесь видим? По факту у меня сейчас существует два инстанса. Если я их буду экспортировать, два статичных начертания из двух мастеров, то они у меня только два и создадутся. Это можно увидеть, если я нажму Ctrl-E, либо файл, экспорт фонд, открою окно экспорта и перейду во вкладку Instance, он мне здесь даже ничего не покажет, потому что они у меня не обозначены. Поэтому нам нужно их обозначить. Ctrl-Alt-F. Мы знаем, что в хорошем шрифте вариативном есть как минимум еще regular начертание, какой-нибудь medium или еще что-нибудь. И мы можем, конечно, через запятую вот это вот все там что-то написать, но это неудобно. Поэтому, чтобы не сломать вот этот график, потому что если я его сейчас удалю, вот я сейчас сделаю вот что. Нажму Ctrl-F, удалю вот этот мастер и добавлю, точнее эту ось, и добавлю ось. Теперь у меня здесь все добавилось, а вот тут придется все заново настраивать. То есть бардак. Поэтому самый простой вариант, я просто вот это заменю с сохранением вот этой части. Так, вес, вот здесь выбираю вес, и вот они у меня все добавились. Но в моем шрифте нет начертания black, нет начертания thin, поэтому я их просто удаляю. Так, жму Apply, жму OK, перезахожу. Все, они у меня есть, нажимаю на график, здесь ничего не изменилось. А что мне это дало? Особо мне это сейчас пока ничего не дало, потому что мы просто дали, скажем так, текстовое описание наших статичных начертаний, но по факту мы их не создали. Поэтому перейдем дальше и перепроверим, все ли у нас правильно настроено в мастерах. Заходим в Masters, и здесь мы видим, что у нас есть два мастера, Bold и Light. Если мы откроем, что мы здесь можем открыть, посмотрим на вот эти настройки, то вот эти значения все должны совпадать. Иногда по некоторой причине, не знаю почему, здесь у вас может быть выбрано Light 300, допустим, а вот здесь будет какой-нибудь Thin 100. Это будет выдавать конфликты какие-то внутри фонд-инфо и внутри шрифта, и поэтому вариативность работать нормально не будет. Вот, поэтому тут все у нас совпадает, все хорошо. Идем дальше. Нам нужно добавить инстанс. Как помните, мы можем добавить их из разных мест, и в данном случае нас интересует из вот этого пункта оси. Здесь мы их расписали. Вот, поэтому жму из осей, и вот они у нас добавились. Light, Regular, Medium, Semi-Bold и так далее. Жму Apply. Здесь особо ничего не поменялось, но если мы перейдем на вкладку с инстансами, теперь мы их можем выбирать, каждый из этих виртуальных начертаний. И вот тут у нас появились такие отметки. И вот теперь, если мы выберем файл экспорт во вкладке Instance, мы теперь уже можем экспортировать либо, вот я могу повключать экспорт статичных начертаний, с зажатым альтом могу включить их все, могу все выключить. В общем, теперь у меня есть полноценные статичные начертания, я могу их экспортировать. Вот. Что еще можно сделать? Если, допустим, я вернусь в фонд-инфо, мне не нравится, что болт у меня здесь сверху, а light снизу. Я обычно делаю самые легкие, самые узкие начертания вверху, и по степени насыщенности они уходят вниз. Мне так проще немножко. Поэтому для того, чтобы поменять порядок вот здесь, нам нужно сделать вот что. Мы можем, во-первых, отсортировать по имени, по вот этим цифрам столбик, а можем просто перетянуть вот так. Я делаю так, чтобы light был сверху, жму Apply, и вот они у меня здесь обновились. И здесь они у меня тоже обновились. Порядок имеется в виду. Вот, теперь все. Снизу более жирные начертания, сверху более легкие начертания. В принципе, мы все с вами настроили. В целом наш шрифт готов к дальнейшей работе. Мы взяли несколько символов, которые у нас уже были нарисованы, добавили к ним легкое начертание, настроили вариативность, у нас они полностью совместимы, никаких искажений нету, мы все ограничили фонд-инфо, то есть мы полноценно подготовили шрифт.
к работе, к экспорту, но так как у нас здесь мало символов, разумеется, такой шрифт экспортировать мы сейчас пока не будем, поэтому в следующих уроках мы добавим новые глифы, которых еще у нас не хватает, B, C, G и так далее. Плюс мы на этих недостающих символах сможем протестировать нововведения в инструментах FOTLAB, какие-то новые техники разобрать и добавим еще и кириллические символы, чтобы посмотреть те техники, которые в латинице применить нам не получится, но где-нибудь в будущем вам это точно пригодится. Если по ходу этого урока у вас возникли вопросы, то задавайте их в комментариях на русском или английском языках. Этот курс залит сразу на несколько видеоплатформ, а значит я могу их не увидеть. Поэтому подписывайтесь на канал в Телеграме и задавайте вопросы в чате «Делаем буквы». Все дополнительные материалы будут выложены на сайте «Твой шрифтовой фетиш». Там же вы сможете найти шрифты Rayер и Zasker, которые я упоминал в курсе. А еще делайте скриншоты вашего шрифта, хвастайтесь в соцсетях и отмечайте «Твой шрифтовой фетиш» в публикациях с этим хэштегом. Мне и вашим шрифтовым коллегам будет интересно посмотреть на ваши успехи в ходе этого курса. Если видео оказалось для вас полезным, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и увидимся в следующих уроках.